Привет всем! Это четвертая серия нашего видеодневничка по Таиланду на машине. И сегодня мы отправимся в уникальную пещеру-храм Praia Nakhon Cave, которая расположена внутри скалы на глубине 65 метров и имеет собственную экосистему. Мы достойно пройдем все уготованные нам испытания и покажем вам это чудо света. Также мы побываем с вами на одном из самых лучших пляжей мира, Lime Sala. Ну что, поехали смотреть? Новый день, и нас ждут новые приключения. В этот раз детей мы с собой не брали, так как дорога нас ждет не из легких. Вбили в маршрут в навигатор, и через 30 минут мы прибыли в национальный парк Khao Sam Rayot. Дословно с тайского это название переводится как «гора, у которой 300 вершин», где и находится уникальная и одна из самых красивых пещер на земле – Praia Nakhon. Но добраться до нее задачка не из простых. Паркинг стоит 20 бат и билеты по 200 бат. Наш путь начинается с крутого подъема по тропе, которая пролегает по краю скалы. Сразу скажу, что сюда нужно надевать или кроссовки, или трекинговую обувь, так как самый ровный участок пути – это пляж Lime Sala. Всю остальную часть дороги вам придется идти по острым и скользким камням, уступам, глиняным спускам. Маршрут не так тяжел физически, как ментально, поскольку себя постоянно необходимо заставлять шагать вверх по тропе. По дороге открываются шикарные виды, а в некоторых местах и дует ветерок, что подбадривает вас в пути. Преодолев первый подъем, мы оказались на пляже Lime Sala, один из самых красивых пляжей Таиланда. Но сейчас февраль, и ветер дует очень крепко, а море бурное. Но место очень приятное благодаря казуариновой роще. Воздух тут особенно вкусный и прохладный. Прогулявшись немножко по парку, мы дошли до указателя к пещере. Далее перед нами был еще один подъем высотой в 430 метров. Водой перед дорогой запасайтесь, она тут очень кстати. Мы идем, и по дороге еще обезьянок встретили. Семейка. Ой, вот такие лангуры тут живут. Конца и края этому подъему не видно. Нам еще осталось где-то метров 240. Ой, тяжело. Как только мы добрались до таблички с названием пещеры, нас ждал еще один спуск к основанию горы. Дело в том, что Praia Nakhon больше похожа на ущелье или каньон, над которым смыкаются куполом вершины скал. И чтобы в нее попасть, необходимо спуститься на 65 метров вглубь скалы. Это примерно высота 20-этажного дома, а максимальная ширина пещеры достигает 50 метров. Пещера Praia Nakhon была открыта около 200 лет назад одним из местных правителей, в честь которого и названо это место. Прячась от непогоды с командой, он и нашел эту пещеру. Ну а история пещеры уходит далеко в прошлое. Первым у входа в пещеру нас встречает сухой водопад, сформированный сталактитами. Шагнув вперед, мы очутились в первой камере пещер. В сводах обеих камер этих пещер есть отверстия, которые появились после землетрясения. Через них в пещеру и поступают солнечные лучи и влага, отчего здесь образовалась целая экосистема. В первой пещере мы долго не задерживались, и далее по тропинке, которая называется «Спина крокодила» из-за своей неровной поверхности, мы попадаем в главную камеру. Здесь перед нами во всей красе предстает павильон Куха Карухас,
построенный в 1890 году по случаю визита короля Таиланда Рама V. Павильон Куха-Карухас выполнен в золотых, зеленых и красных цветах, а солнечный свет начинает его озарять через отверстие в куполе к 10 часам утра. Пока нету туристов, можно услышать много звуков. Капли падающей воды, летучие мыши, птицы, шум ветра. А уже ближе к 11 часам утра пещера заполнена людскими голосами, солнце заливает всю пещеру, и атмосфера уже не та. Первым на нашем пути оказался холм, на котором посетители пещеры строят пирамидки из камней, чтобы сбылось желание. Хотя корни этой традиции тянутся с Исландии и Норвегии, тут их тоже можно встретить. Вон барашек из камней сделаны. Вообще природа постаралась тут на славу, и много валунов, зон и холмов имеют замысловатый причудливый вид. И тут можно найти такие достопримечательности, как мост смерти, скала челюсти крокодила, скала Трон, каменная пагода. В разных локациях пещеры можно увидеть, как маленькие камушки и веточки подпирают стены, а также огромные валуны. Это одна из религиозных традиций тайцев, общий смысл которой в подношении богам, ну и кто не скромный попросит что-то взамен. Только не загадывайте там новый iPhone, я вас умоляю. Тут Рама 5, а также позже Рама 7 оставили надписи на стене, что тоже является большим стимулом для жителей королевства Таиланд посетить эту пещеру. Также тут был и Рама 9 дважды, но наскальных надписей он не оставил. Зато местами в пещере видно наскальную живопись современников. Обойдя пещеру по кругу, мы подходим к колонному залу, где расположен алтарь для буддийских церемоний. Колонны природного происхождения и называются сталагнатами, соединение сталактита и сталагмита. У алтаря можно помолиться или просто помедитировать, а приятным бонусом этого зала будут капли воды, капающие с потолка. Умыться можно благодаря ним, а также воде в кувшинах. Ощущение, конечно, супер. В целом пещера кажется невероятно огромной, а каждый ее уголок мистическим и очарующим. И я определенно сюда хочу когда-нибудь вернуться. Обратный путь преодолевается гораздо легче, однако следует внимательно смотреть, так как по дороге много скользких камней. Попутно мы снова встретили стайку обезьянок, одна из которых уже топтала сушеный манго. Незаметно для себя мы оказались снова на пляже Лаем-Сала. И на обратном пути уже кушать хочется. На этом пляже расположен небольшой отель, а также ресторанчик, в котором можно перекусить, и который был в тот день закрыт. Но мы люди опытные, потому сильно не расстроились, разместились на пляже, достали по бутерброду, сок, и у нас получился романтический завтрак в таком сказочном месте. Далее мы прогулялись по побережью и пошли преодолевать финальный подъем. На вершине холма мы заскочили на обзорную площадку, откуда открывается потрясающий вид на пляж Бангпу и Сиамский залив. Спасибо этому месту, а нам пора ехать дальше. Впереди нас ждет Бангкок. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, кому понравилось это видео. В следующей серии мы посетим столицу Таиланда, город Бангкок, где посмотрим на старинный храм Ангкор Ват, храм восхода солнца. Посмотрим сам храм,
архитектуру, какие там есть статуи, что делают монахи, сад, а также покатаемся на пароме по реке Чао-Прая. Также мы погуляем по Бангкоку и посмотрим, что такое мототакси. А вишенкой на торте будет посещение птичьего кафе. До скорой встречи!